Назойливый зуд в носу и бесконечное чихание способны вывести из себя кого угодно. Это изматывает, раздражает и действует на нервы, особенно когда симптомы не проходят и приступы повторяются снова и снова. Но когда Артем узнал настоящую причину своего состояния, это повергло в шок не только его самого, но и опытных врачей. Чихание стало для Артема привычной частью жизни. Где бы он ни находился, в квартире, на улице или в транспорте Ляты, он постоянно чихал, потому что его нос невыносимо чесался. Долгое время он убеждал себя, что всему виной аллергия или сезонная простуда, однако по своей натуре он был упрямым человеком и категорически отказывался обращаться к специалистам. Ему казалось, что обращаться к врачу из-за какого-то зуда — пустая трата времени. К тому же, если быть честным, Артем с детства испытывал сильный страх перед больницами и старался переносить любые недомогания самостоятельно, просто пережидая их. Однако зуд и чихание никуда не исчезали. Чем тяжелее становилось его состояние, тем сильнее он старался его игнорировать. Постепенно постоянный дискомфорт стал для него чем-то обыденным. Он смирился с мыслью, что, вероятно, ему придется жить с этим всю жизнь. Но со временем проблема начала отражаться на его работе в популярном ресторане в Санкт-Петербурге, где он трудился поваром. Заведение славилось своей кухней и принимало состоятельных гостей и известных людей, приезжавших в город. Одним из главных правил работы на кухне было строгое соблюдение гигиены, чтобы исключить малейший риск загрязнения блюд. К сожалению, при постоянном чихании вероятность попадания микробов в еду возрастала. Долгое время Артем пытался скрывать свои приступы, отворачивался, отходил в сторону, но скрывать проблему становилось все труднее. «У нас не было иного выхода, кроме как отправить его домой», — объяснил владелец ресторана. «Мы не могли подвергать клиентов опасности. Мы настоятельно порекомендовали ему записаться к врачу и разобраться с этим, прежде чем возвращаться к работе». День визита настал, и Артем, заметно нервничая, пришел в частную клинику в центре города. Сидя в приемной, он мысленно перебирал самые страшные варианты. Что же с ним происходит? Почему нос так зудит? Почему никто вокруг не чихает беспрерывно, как он? Наконец его пригласили в кабинет, и он, волнуясь, изложил врачу всю историю. К счастью, доктор оказался спокойным и доброжелательным человеком, который попытался его успокоить. Он предложил осмотреть носовую полость с помощью специального инструмента, чтобы выяснить, нет ли там видимого раздражителя. Тщательно исследовав вход в носовой проход, врач заметил: «Я не вижу никаких явных признаков воспаления или постороннего предмета. Обычно в таких случаях можно обнаружить что-то, что механически раздражает слизистую, но здесь все выглядит вполне нормально». Он предположил, что причиной может быть сильная аллергическая реакция или воздействие загрязненного воздуха, назначил мощный антигистаминный препарат и попросил пациента вернуться через неделю, если улучшение не наступит. Однако истинная причина была куда более удивительной и не поддавалась лечению таблетками. Состояние Артема не улучшилось, а наоборот ухудшилось. Чихание мешало ему спать, он постоянно просыпался ночью, становился все более уставшим и раздражительным. Спустя неделю он вновь оказался в кабинете врача, столь же обеспокоенный, как и прежде. Повторный осмотр не выявил ничего необычного. Доктор даже пригласил коллегу, чтобы тот тоже осмотрел пациента, но результат был тем же — все выглядело нормально. Тогда медики решили провести более глубокое обследование, поскольку визуально оценить весь носовой проход невозможно из-за его узости. Было принято решение направить Артема на компьютерную томографию. Этот метод позволяет получить детальное изображение внутренних структур и выявить даже скрытые аномалии. В назначенный день он лег на специальный стол, который плавно задвинули внутрь большого цилиндрического аппарата.
Ему сказали лежать неподвижно. Процедура была совершенно безболезненной. По мере появления изображений на мониторе выражение лица врача менялось. Становясь все более изумленным, его глаза расширялись от недоверия. Сердце Артема бешено колотилось, в груди нарастала тревога. Что же такого увидел специалист? Когда сканирование завершилось, заметно взволнованный врач сказал, что окончательные результаты будут готовы через несколько дней, и отпустил его домой. Артем ушел, продолжая чихать и мучиться от зуда, и ему оставалось только ждать звонка. «Я все время вспоминал лицо врача», — рассказывал он позже. Его выражение точно не предвещало ничего хорошего. К счастью, уже на следующий день раздался звонок, и через час Артем снова сидел напротив доктора. Тот выглядел серьезным и немного растерянным. После глубокого вдоха он сообщил невероятную новость. Глубоко в носовом проходе у пациента рос зуб. По мере роста он задевал мелкие волоски и раздражал слизистую оболочку, вызывая постоянный зуд и чихание. Он находился так глубоко, что при обычном осмотре его невозможно было заметить. Эта новость ошеломила всех. Зуб рос не вниз, как положено, а вверх, в сторону черепа, и не имел выхода через десны. Подобные случаи крайне редки, но в медицинской практике все же встречаются. К счастью, решение существовало. Хирурги могли аккуратно удалить зуб через носовую полость. Процедура считалась относительно простой, а ее результат мог полностью избавить пациента от страданий. Артем, измученный бессонницей и постоянным дискомфортом, согласился без колебаний. Уже на следующий день была проведена операция. Врачи удалили зуб вместе с корнем, общая длина которых составила 13 мм, обработали образовавшуюся полость и завершили процедуру. «Теперь я чувствую себя отлично», — говорил Артем спустя несколько недель с улыбкой. Врачи признались, что никогда прежде не сталкивались с таким случаем, и я сам был поражен. Все это напоминало сюжет из мистической истории, но главное — зуд и чихание исчезли. Я наконец-то высыпаюсь, вернулся к работе в ресторане и, что удивительно, перестал бояться врачей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.